Игорь, у Модельяни как с рисунком? Или кривые вазы у Ван Гога? Это можно себе позволить в каком случае? Что отличает великие произведения от невеликих? О, это вопрос вопросов, Игорь. Если, к примеру, для меня неидеальность рисунка допустима, но их неидеальность нравится всем, а моя только мне, значит, чем-то они берут другим, если не идеальность допустима всем, нравится всем. Вы знаете, тут, на мой взгляд, есть две вещи. Кстати, сейчас о двух вещах чуть позже. Ван Гог очень сетовал, страдал, не знаю, насколько он страдал, но он говорил, что я не умею рисовать. И учился этому, старался как мог. Про Модельяни ничего не скажу, не знаю, но вот эта неумелость как бы в рисунке, да, незавершенность, академическая неточность, да, компенсируется зачастую силой образа, чем-то магическим, что идет от образа. Не можешь оторваться. И второй еще момент. Хочу порассуждать с вами на эту тему. Если хотите, включайтесь и скажите, что вы думаете на этот счет. Есть художники, которые прошли все академические стадии и, отбросив их, ищут свое решение. Вспомним, например, Эль Греко. Известно, что маленькие головки, вытянутые пропорции, но в них, в его работах все на месте. Они просто трансформированы. Художник намеренно отходит от реалистического такого в лоб изображения в сторону, это поиск его стиля, это его решение, некая стилизация, которая помогает обострить образ. Вспомните известный эпизод с Врубелем и Репиным, когда все сидели за столом, по-моему, у Мамонтова, я не помню у кого, обедали, и вдруг такой скандальный момент, когда Врубель сказал, что Илья Ефимович, а рисовать-то вы, батенька, не умеете. Вы представляете, сказать такое Репину, маэстро? Репин пожал плечами, может быть, сказал, может быть. Вот как тут быть, если мы посмотрим на демона, например, поверженного, да? Что там творится с рисунком? Там сплошь вообще вытянутость, несуразность. Там все не на месте, но Врубель был прекрасным рисовальщиком. Значит, он намеренно пошел на искажение формы во имя выразительности большей, пытаясь показать изломанность этой фигуры. Поверженный ведь. Посмотрите на демона сидящего, который коленки свои обнял, там же все в порядке. То есть два момента. Первый момент, когда ты делаешь эти искажения, не зная форму, а второй момент, когда ты знаешь, но намеренно искажаешь. Это видно. Это не значит, что всем, кто не умеет рисовать, нужно бросить это дело и залиться горючими слезами, либо, я не знаю, следовать по пути. Я так вижу, всем объяснять, что я так вижу, это мое решение, но себя-то не обманешь. Вообще вы идете в сторону мастерства. Если да, то тогда пусть работы делаются, но пусть и параллельно будет изучение, серьезное изучение формы. Давайте порассуждаем на этот счет. Напишите, пожалуйста, тема-то серьезная, важная. Друзья, еще появился серьезный довесок акционный в нашей онлайн-школе. 60% на 9 уроков по пейзажу. Скидка работает до 1 января. Включайтесь, посмотрите на них внимательно. Скидки небывалые. Аморалкин, вы зря наезжаете на реализм. Реализм – это восторг перед натурой. Мир, созданный Богом. А этот ваш импрессионизм от гордыни. Типа я художник, поэтому к окулисту не пойду. А вы сходите к окулисту, глядишь, и взгляд на мир изменится. Я ходил к окулисту. Действительно, у меня зрение плохое. Ничего тут не поделаешь.
Далее Амаралкин пишет: от восторга собственным чувством, впечатлением, к восторгу перед миром. Ну, в любом случае, спасибо вам огромное за этот канал. Ковбой Джинс 6484. Да, Вячеслав, это различный класс людей. Импрессионист видит нестандартно, а реалисты наоборот. Как-то один кто-то из импрессионистов, я не помню кто, если знаете, напомните, кто сказал, что я пишу мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким хочу его видеть. Вот это «хочу видеть» — это ключевая фраза. Она переворачивает все, ну, ставит на свои места, на мой взгляд. Это не значит, что вы не можете отразить мир таким, каким вы его видите. А написать таким, каким хочу, то есть внести, ну, часть себя, что ли, вот в мир на холсте, сделать жизнь на холсте такую, какой ее, может быть, и нет в реальности. Ну, девушки, например, красят что-то такое, красоту наводят где-то. Этого же в реальности нет. Они делают эту реальность такую, что если, скрывая недостатки, подчеркивая достоинства, усиливая эффект, ну разве это плохо? Это касается, может быть, и запахов. Например, не очень там пахнет. Так, ну, это все дезодорантом, понимаешь ли, или духами какими ароматными. К этому хорошо еще, как добавка идет бриллиантовая, конечно, колье, всякие броши, сережки, ну вот, наколки идут хорошо. Почему бы нам в живописи не усилить эффект? Но я, опять же, к Амаралкину с большим уважением отношусь, к реалистам. Я сам такой же реалист часто. Но просто мне нравится. Я не наезжаю на реализм. Я говорю то, что мне близко. Мне близка какая-то некая такая бесшабашность, что ли, в искусстве. Некий такой вызов, какая-то харизматичность. Мне вот это нравится. Нестандартное решение стандартного мотива. Гениально сказал Ковбой Джинс 6484. И суть всего, как я понимаю, в том, что реалист отражает то, что видит, да, с восторгом, да, мир создан Богом, с восторгом перед натурой, да. А импрессионист не отражает, он создает на основе вот этого вот мотива совершенно новейшую историю, новую реальность. И то, и другое может быть. Но не наезжаю я совсем на реалистов. Наоборот, такие реалисты, как тот же Репин, это же сила могучая. Но если его выставка, например, большая, была недавно в Москве, да, и Врубеля или Коровина, то в первую очередь я пойду к Врубелю и Коровину, а к Репину во вторую очередь. Это просто мое устройство такое. Мне это интереснее, и все. Елена П. 6499. Слава, пересматриваю «Русалку» несколько раз уже. Помимо истории, которая очень нежная, интимная, загадочная, какие прекрасные мазки, такие прозрачные, через них просвечивает нижний слой, по-моему, кисть или мастихин. Ну, там все вместе, и кисть, и мастихин. Все хожу вокруг да около ваших уроков, выбрать трудно, потому что все гениально. Спасибо большое, это прям очень высоко. А вот такие прозрачные мазки, вы в каком-то уроке объясняете, как у вас это получается? Прошу прощения, только учусь. Ну, я объясняю, как видеть. Вы сохраняете свой стиль. Сейчас очень большие скидки на урок. На уроки все, так что выбирайте, там много. В каждом уроке есть какое-то зерно, изюминка касаемо того, как ведется работа. И часто вот эта прозрачность закладывается в начале, когда ты пишешь. Это может быть и пейзаж, любой жанр, натюрморт. Там, где этой прозрачной закладки достаточно, где попал сразу в тон, если такая задача бывает, я иногда намеренно делаю поперек, ну, не попадая в тон сначала, а потом уточняя. И тогда живописнее получается, когда вообще живопись — это уточнение, постоянное уточнение. Короче говоря, вы найдете в каких-то уроках то, что вам нужно. Бывает так, что одно слово
сказанное в точку меняет понимание живописи. Так у меня было и не раз. Одно слово может изменить и живопись твою, и вообще, как следствие, жизнь. Так что, ну, посмотрите сами. Вот, обратите внимание на те уроки, о которых я сейчас говорю, по пейзажу, и там, конечно, вы найдете вот эти 9 уроков. Друзья, вы не забывайте про лайки, про вопросы, про подписку на канал, потому что очень много, половина смотрят без подписки. Это значит, что-то когда-то вы пропустите. И если он вам интересен, то сделайте свое участие, нажав кнопку для того, чтобы он развивался, и делитесь с друзьями. После этого видео будет видео 952 «Дерзкий художник». Прошу на него обратить внимание, и нажав квадратик в конце заставки, в самом конце появится, вы увидите его, и вы тогда посмотрите это видео. Удачи!